Мы остановились на теореме дифференцируемости обратной функции. Ну, давайте вспомним, какие там были условия. Функция f действует из e в, можно сразу написать в f от e, которая равняется g. f строго монотонная в окрестности x0. Вот в окрестности x0 нас все интересует. f дифференцируемо в x0, f' от x0 не равна 0. Так. Обратная функция f-1, f-1, которая действует из g в e. Мы знаем, что она существует, поскольку функция наша строго монотонная. Так, по определению селективная. Кроме того, поскольку f непрерывна, f-1 тоже непрерывна. Да? Так это уже мы знаем. Хотя это даже не обязательно. y0 это есть f от x0. Иными словами, x0 это f-1 от y0. И вот мы хотим доказать, что при этих предположениях в точке y0 обратная функция дифференцируема. f-1 дифференцируема в точке y0. Причем производные прямой и обратной функции связаны вот таким простым соотношением. Вот таким простым соотношением. Производная обратной функции есть величина обратная производной прямой функции в соответствующей точке. Точки связаны вот такими соотношениями. Отсюда видно, почему мы требовали, чтобы производная исходной функции не равнялась 0. Ну вот. Мы все сразу докажем. Мы докажем существование производной в этой точке для обратной функции, но тогда мы сразу получим и утверждение о ее дифференцировании. Так, доказательства. Давайте начнем с того выражения, которое нам известно. Да? Вот величина обратная производная существует. Это есть единичка, деленная на предел f от x минус f от x0 поделить на x минус x0, когда x стремится к x0. Да? Могу я перенести предел вот наружу, сюда. Могу я написать, что это равняется пределу вот этой многоэтажной дроби. А давайте я сразу ее превращу в одноэтажную, точнее в двухэтажную. Да? Вот так. Я могу это сделать всегда, если у меня никогда для x отличного от x0 не будет знаменатель обращаться в 0. Да? Если знаменатель в 0 не обращается, то я могу, конечно, переворачивать как угодно эту дробь, ничего плохого с ним не случится. X не равняется x0, тут никаких проблем нет. Но здесь, видите, x пошел вверх, а внизу осталось f от x минус f от x0. Так вот, откуда следует, что эта разность никогда не будет обращаться в 0 в окрестности точки x0. В самой точке x0 нас это не волнует, потому что x никогда x0 не равняется. Мы только предел изучаем. А вот мы возьмем какой-нибудь x вот здесь, да? И вдруг окажется, что эта разность равняется нулю. Это плохо, так не должно быть. Да, вот откуда это следует. Вот в силу чего мы можем быть уверены, что это не так.
функция f строго монотонна. Мы даже не говорим, какого характера монотонности, но если функция монотонна, то если x не равняется x0, то обязательно f от x не равняется f от x0. Ну, вот напишем в силу строгой монотонности. Вот поэтому мы можем смело так написать, и никаких неприятностей у нас в окрестности x0 не будет. Хорошо. Продолжим. Теперь давайте представим эту дробь в виде суперпозиции. Вот это все f от x я обозначу через y. Предел пока тот же самый. Тут получается y минус y0. Тут суперпозиция f от x. Почему я имею право тут написать y0? Напоминаю, что y0 это просто f от x0. Это одно и то же. Да? Вот вместо y я подставляю f от x. А что я здесь должен сделать? Что я тут должен написать, чтобы в итоге у меня при подстановке f от x вот сюда получился x. А f минус 1 от y минус f минус 1 от y0. Ну, в самом деле, если мы вот сюда вместо y подставим f от x, мы получим вот такую суперпозицию. Так, вот такую суперпозицию. Да? То есть применение прямой и обратной функции. Но в силу того, что это взаимно обратные функции, это будет просто x. А тут вообще ничего поставлять не нужно. Это константа. Это константа. Она в точности равняется x. Вот. Значит, мы представили нашу функцию в виде суперпозиции. Теперь мы можем применить теорему о пределе суперпозиции. Да? Короткая формулировка какая? Предел суперпозиции равен пределу внешней функции. Вот у нас f от x. Если x стремится к x0, f от x к чему стремится? F от x, разумеется, поскольку дифференцируема, она является непрерывной, значит, это стремится к f от x0, то есть фактически стремится к числу y0. Так? Значит, внешняя функция должна рассматриваться как предел y, стремящийся к y0. Но еще в той теореме, если вы помните, было такое условие, что ни для каких иксов мы не получаем, чтобы f от x равнялось как раз предельному значению y0, ну ни для каких иксов, отличных от x0. Помните, мы с этим третьим условием долго возились, обсуждали его с разных сторон. Да? Здесь такого не будет. Опять же, в силу строгой монотонности. Если x не равняется x0, то f от x никогда равняться x0 не будет. Так что все условия теоремы о суперпозиции выполнены. И значит, я могу здесь перейти к пределу внешней функции, когда y стремится к y0. И что я получаю? Y стремится к y0, f минус 1y, минус f минус 1 y0, поделить на y минус y0. И мне только одного равенства не хватило, чтобы написать, что это равняется производной обратной функции. Но это, по-моему, так видно. Могу тут написать. f минус 1 от y0 штрих. Вот это можете там дописать. Это в точности определение производной обратной функции в точке y0. Правильно? То есть начали мы с величины, которая существует, и, выполняя допустимые преобразования, пришли к производной. Значит, производная тоже обязана существовать. Таким образом, мы уже и вывели формулу для производной, и тем самым доказали, что обратная функция дифференцирует. Так, вопрос. А почему вы сказали, что понятно, что обратная функция существует?
Не то, что монотонная. Во-первых, монотонная, во-вторых, сюрреактивная. Все. У нас 2 теоремы было по этому поводу. Помните? Первая теорема просто о монотонности и сюрреактивности, из которой следует существование обратной. А вторая, еще вдобавок, мы утверждали, что если исходная функция непрерывна, то и обратная непрерывна. Вот. Между прочим, если бы мы уже знали, что обратная функция дифференцируема в данной точке, формулу для производной можно было получить быстрее, используя теорему о суперпозиции. Вот смотрите, я вот мог записать такое соотношение, но я мог записать и соотношение такое. F от F минус 1 от Y равняется Y. Согласны? Согласны? Применяю взаимно-обратные функции. Поскольку внутри стоит функция f минус 1, значит она действует на y. Мы так договорились, да? Она переходит в x. На этот x действует f. f переводит x обратно в y. Вот такое соотношение. Это тождество. Да? Это тождество вот для всех g выполняется. Да? Так, давайте его продифференцируем. Если мы знаем, что функции и прямая обратно дифференцируемы, если, предположим, уже нам это удалось доказать каким-то способом, то мы имеем право дифференцировать. Это суперпозиция дифференцируемых функций. Продифференцируем по y. И что получаем? Ну, справа получаем единицу, разумеется, да? Производная y, а по y это единица. А слева, видите, нужна производная суперпозиции. Производная внешней функции по ее переменной, но после того, как мы производную найдем, мы должны подставить вот этот ее сложный аргумент. То есть, когда x равняется f минус 1 от y. Умножить на производную внутренней функции. Ну, тут просто, естественно, по y. Понятно, это можно не пояснять. f минус 1 штрих от y. Ну, а мы как раз хотим вот это найти. Если мы хотим это найти, значит, надо второй сомножитель перебросить в правую часть. И мы получим вот в точности ту формулу, которую получили. Особенно если вспомнить второй способ ее записи. Да? Я вот здесь писал f' от x0, собственно говоря, когда x0 равняется f минус 1 от y0. Я это и так писал уже. Но тут я могу, если эту формулу взять в отрыве от остальной формулировки, да, если просто у нас есть некая функция f обратная, есть какая-то точка y0, а x0 мы не ввели, тогда вот мы пишем формулу для производной в точке y0, и она вот так записывается, где x0 это как раз та точка, в которую переводится y0 отображением f минус 1. Так что вот, используя теорему о дифференцировании суперпозиции, мы тоже можем легко вывести эту формулу. Но это при условии, что мы знаем, да, что... Если, да, это при условии, что мы уже знаем, что обратная функция дифференцируема. Ну, естественно, вот этот способ является более разумным, потому что мы сразу все доказываем. Да. На экзамене какой из способов более минимум? Ну вот этот, конечно. Мы все тут доказываем, а здесь мы только частично. Но вы можете потом делать замечания, это вам будет в плюс. Разумеется. Теорема о дифференцировании обратной функции
Слово теорема писать не надо. Она позволяет легко находить производные стандартных элементарных функций, которые являются обратными к тем, которые уже имеют известные производные. Да? Ну, у нас такие еще остались. Вот мы знаем, чему равняется производная синус. Это косинус. Знаем, чему равняется производная косинуса. Минус синус. Знаем, чему равняется производная тангенса. Единица на косинус квадрат x. Но мы еще не изучали производные обратных тригонометрических функций. Вот давайте сейчас этим займемся. Ну вот арксинус. 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 Как он действует? Он действует из минус единицы единицы в минус и пополам Для того, чтобы получить обратную функцию к синусу, надо выделить ту часть, в которой функция является инъективной. Да? Вот на этом отрезке, на отрезке от минус π пополам до π пополам, синус монотонно возрастает. Я вам советую картину нарисовать. Не хочу рисовать сам, вот нарисуйте сами. Вот. И когда вы эту картинку нарисуете и отразите ее относительно биссектрисы первой и третьей координатной четверти, вы получите график арксинус. Вот. Синус на этом участке монотонно возрастает. Мы знаем, что он дифференцируем. И производная его косинус не обращается в ноль везде, кроме концов. Значит, на концах мы не сможем найти производную обратной функции. Кстати, почему не сможем? Ну, потому что вот вынуждаете меня все-таки нарисовать. Но я не буду рисовать оси, просто вот примерно так выглядит график арксинуса. Видно, что на этих вот концах у нас касательная является вертикальной. Правда, мы еще геометрический смысл производной не обсуждали. Надо было, конечно, раньше обсудить, но мы это сделаем в конце. Так? Если касательная вертикальна, то там производная не может быть, она обращается бесконечно. Во всех других точках все хорошо. Ну вот, как же найти формулу для производной арксинуса? А вот давайте применим нашу теорему. Значит, возьмем какую-то точку y из интервала минус π пополам, она переводится арксинусом в какую-то точку x из, опять же, получается интервала минус 1, 1. Я могу написать, что x равняется арк синус y, или, что то же самое, y равняется синус x. Это одно и то же, правильно? Вот. Значит, производная арксинуса в точке y есть величина обратная производной синуса в точке x. Ну вот так я могу коротко написать, если мы обговорили, как связаны x и y. Правильно? Ну вот мы это обговорили, так? Где x равняется арксинус y. Вот. Но чему равняется производная синуса, это мы знаем. Это будет косинус x. И вот теперь моя задача все-таки здесь от x избавиться, а получить формулу, в которой явно фигурирует y. Так? Что мы знаем? Мы знаем,
представим такую вещь, что вот если бы у нас был синус арксинуса y, то это было бы всегда, конечно, просто y. X у нас как раз это арксинус y. Так? Я могу это написать сразу. Значит, косинус от арк синуса y. Но меня не устраивает косинус. Я хочу, чтобы был синус. Мы знаем формулу, да? Косинус x это есть корень из единицы минус синус квадрат x. Строго говоря, конечно, это не всегда правильно, да? Потому что косинус может еще иметь отрицательные значения. Но у нас-то посмотрите, какие углы рассматриваются. От минус π пополам до π пополам. Там как раз косинус положительный, и поэтому все будет нормально. Так вот, используем эту формулу. Единичка, корень, единица минус синус квадрат, арк синус y. Вот. Синус от арксинуса это просто y. Ну, а квадрат это внешняя функция. Значит, мы синус от арксинуса убрали, квадрат остался, и он теперь будет применяться просто к y. Значит, получается единичка, деленная на корень из единицы минус y квадрат. Это и есть формула для производной арксинуса. Арксинус штрих y, единичка поделить на единицу минус y квадрат. Отсюда, кстати, сразу видно, да, что эта формула имеет смысл только для y в интервале от минус единицы до единицы. Единицу брать нельзя, минус единицу тоже. И подавно нельзя брать что-то больше. Ну, правильно, так и должно быть. При стремлении к единице мы получаем бесконечность. Аналогично. А косинус это минус единичка на корень, единичка минус y квадрат. Легко догадаться почему. Но советую вам все-таки аккуратно это сделать. Потому что производная косинус это минус синус. Так? Производная арктангенса. Производная арктангенса. Ну, с арктангенсом ситуация совсем другая. Да? Как у нас арктангенс будет действовать? Нам надо выбрать промежуток, на котором арктангенс является монотонно возрастающей функцией. Это не сегмент, правда. Вот, это интервал от минус π пополам до π пополам. Кстати, вот тут, я когда говорил, что она непрерывна, ну, эта теорема у нас была доказана в случае, если E является сегментом на самом деле. Да? Но поскольку мы тут рассматриваем точку, мы вполне можем взять какой-то сегмент, который эту точку содержит, и все будет нормально. Так, для арктангенса мы, кстати, доказали, что он для тангенса, кстати, для арктангенса мы доказали, что он непрерывен всюду, где определен, несмотря на то, что он определен на интервале. Вот. У него график вот такой, как вы помните, я надеюсь. Арктангенс определен всюду, у него другая ситуация. Он, значит, значение принимаем только от минус π пополам до π пополам, не включая. Да? То есть вот ту производную арктангенса, которую мы сейчас найдем, она должна иметь смысл для любых его аргументов. Вот тут вот видите, только для минуса единицы в этом промежутке. Арктангенс имеет производную определенную всюду. Ну, что я сделаю? Вот, здесь напишу арктангенс. Тогда здесь я должен написать тангенс, разумеется. Что такое производная тангенса? Это единичка, деленная на косинус квадрат. Ну, а поскольку тангенс стоит сам в знаменателе, то значит будет просто косинус квадрат от x. Ну и тут x это, естественно, арк тангенс y. Вот так.
устраивает? Нас устраивает тангенс от арктангенса. Вот тангенс от арктангенса будет, естественно, y. Так? Значит, мы должны выразить косинус квадрат через тангенс. Ну, такая формула тоже есть. Из основного тригонометрического тождества, да, если мы поделим на косинус квадрат x, мы получим тангенс квадрат x плюс единичка равняется единичка, деленная на косинус квадрат x. Значит, косинус квадрат x будет единичка, деленная на тангенс квадрат x плюс 1. И вот мы от косинуса как раз таки в квадрате, ровно то, что нам нужно, перешли к тангенсу. Единичка, деленная на тангенс квадрат от арк тангенса y плюс 1. Тангенс от арктангенса равняется y. Значит, формула единичка, деленная на y квадрат плюс 1. Вот такова производная арктангенса. Для любого y она имеет смысл, видите? Какой бы мы y ни взяли, у нас будет получаться что-то разумное. Причем, когда y стремится к бесконечности, производная будет стремиться к нулю. И это правда. Видите, график арктангенса, он же приближается неограниченно к горизонтальной линии. Да? Горизонтальная линия, горизонтальная прямая имеет производную 0. Это константа. В нуле, видите, производная равна единичке. Что интересно, видите, это рациональная функция. У нас уже вторая элементарная функция, которая не является рациональной, а производная является рациональной. Какая была первая? Логарифм. Не обязательно даже натуральный. Да? Любой логарифм при дифференцировании дает единичка, деленная на x. То есть тоже рациональную функцию. Вот так интересно. Так интересно получилось. Ну вот, значит, это пример применения теоремы о производной обратной функции. Сейчас мы еще несколько таких примеров рассмотрим. Введем в рассмотрение новый класс элементарных функций. Гиперболические функции. Гиперболические функции. И заодно вот изучим вопрос о их дифференцируемости и ядерных производных. Гиперболические функции. Гиперболический синус обозначается вот так. SH. H от слова гиперболический, но S это вот от слова синус. Гиперболический синус определяется так. e в степени x минус e в степени минус x пополам. Гиперболический косинус. Почти то же самое, только плюс вверху. Гиперболический тангенс, как и обычный тангенс, TH, это отношение гиперболического синуса к гиперболическому косинусу. Так. Ну, можно это переписать, конечно. ex минус e минус x поделить на ex плюс e минус x. На первый взгляд ничего похожего на синус и косинус нет, особенно если мы на их графики посмотрим. Но, как ни странно, очень многие свойства этих функций похожи на свойства обычных тригонометрических функций. И это будет нам казаться странным еще год, точнее полтора. Когда мы будем изучать теорию функций комплексного переменного, мы увидим, что
гиперболические функции и обычные тригонометрические функции для вещественных переменных. Это, можно сказать, разные ипостаси комплексного синуса и косинуса. То есть функции комплексной переменной, вот, которая на вещественной оси ведет себя как обычный синус. И вот, оказывается, отдельные свойства этой уже комплексной функции, они вот иногда проявляются в виде синуса, иногда в виде гиперболических синусов. Так. Гиперболический косинус. Очевидно, функция является четкой. Да? В нуле чему равняется? 1 плюс 1 пополам. Равняется единице. Кстати, так, я почему-то начал с косинуса. Не знаю почему, но, видимо, мне просто больше нравится. Ну, давайте с косинуса начнем. Как и косинус, заметьте, в нуле равняется единице. Вот хоть что-то общее в них есть. Так. Ну, если x растет, экспонента очень быстро растет. Да? Эта добавочка, конечно, убывает, она никакого вклада не оказывает, если x положительная. Значит, вот очень быстрый рост. Но такой же быстрый рост будет и для отрицательных, потому что тогда минус x у нас будет положительным, и вот это слагаемое будет очень быстро расти. Так что вот, это, конечно, не парабола, да? Она просто похожа. Она растет гораздо быстрее. Она растет как экспонент. Но симметрично. В оба конца. Так, гиперболический синус в нуле равняется нулю. Очевидно, является нечетной функцией. Поэтому ее график должен быть симметричным относительно начала координат. Не оси y, как для косинуса, да, а относительно начала координат. Это будет, может быть, вам покажется, что это что-то похожее на тангенс, но вы не правы, это никакой не тангенс. Вот, хотя бы потому, что у тангенса имеется вертикальная асимптота, да? Здесь никакой асимптоты нет. Хотя он очень быстро растет, но он определен для любых иксов. Ну и видите, я тут не случайно их очень близко нарисовал, потому что для больших иксов, конечно, вклад вот этой добавочки настолько маленький, что им прекрасно можно пренебречь, и эти графики практически сольются. Хотя, конечно, график гиперболического косинуса будет всегда чуть-чуть выше, чем график гиперболического синуса, но на очень маленькую величину. А тут они, кстати, будут почти симметричны. Почти симметричны. Ну вот такие графики. Гиперболический тангенс. Гиперболический тангенс. Смотрите, что здесь будет. Так, ну в нуле будет 0. Естественно, да? Что будет на бесконечности? Когда x стремится к бесконечности, то основной вклад, конечно, дает, ну давайте для плюс пока, вот эта вот часть. Это пренебрежимо является маленьким. Но здесь рост такой же, да? Так что фактически это стремится к единице, всегда оставаясь чуть-чуть меньше единицы. Потому что всегда числитель немножко меньше, чем знаменатель. Значит, вот эта единица, вот это похоже в каком-то смысле на тангенс, да? Хотя, конечно, это не так, но вот как-то так. Ну и опять же, эта функция является нечетной, значит, вот. Ой-ой-ой, извините, это ерунду, конечно, нарисовал, чепуха. Еще раз. Она совсем не похожа, она скорее на арктангенс похожа. Да? Так, еще раз. Когда это стремится к бесконечности, у нас выходит на единицу. То есть надо вот так нарисовать. Вот. Вот это график гиперболического. Ну и вот тут единица, тут минус единица. Вот.
Что можно сказать о производных? Ну, смотрите, когда мы продифференцируем гиперболический синус, это просто разность обычных экспонент. Здесь будет та же самая экспонента, здесь еще выскочит минус единица, потому что это сложная функция. Значит, минус превратится в плюс. Получается, что производная гиперболического синуса есть гиперболический косинус, что тоже роднит обычные синусы гиперболические. Производная гиперболического косинуса, опять же, видите, при дифференцировании e в степени минус x выскочит минус. Значит, производная гиперболического косинуса есть гиперболический синус. Без, видите, без знака минус. Почти такое же поведение, как у обычного косинуса, но без знака минус. Что еще роднит эти функции? Оказывается, для гиперболических функций есть аналог основного тригонометрического тождества. Если возвести в квадрат гиперболический синус и гиперболический косинус, и как-то их, значит, покрутить, то можно получить единицу. Только немножко по-другому крутить придется. Я не буду это подробно делать, я сразу напишу результат. Квадрат гиперболического косинуса минус квадрат гиперболического синуса равняется единице. Аналог основного тригонометрического тождества для гиперболических функций. Чтобы вспомнить, что от чего отнимать, вот, может быть, вам такое соображение поможет. Есть какая-то формула, в которой возникает разность косинуса в квадрате и синуса в квадрате. Косинус двойного угла. Вот такая формула есть. А формула там синус квадрат минус косинус квадрат, такой формулы у нас нет стандартной. Так вот, значит, просто запомните, вспоминайте про косинус двойного угла, и тогда вы не запутаетесь, что от чего отнимать. Вот ровно то, что надо делать для косинуса двойного угла. Ну не знаю, может это вам поможет запомнить. Косинус впереди, синус сзади. Вот, используя эту формулу, мы можем легко получить формулу для производной гиперболического тангенса. Вот сейчас мы это сделаем и перерыв. Гиперболический тангенс, штрих, это есть синус штрих на... Ой, ерунда, конечно, я написал. Но я это не написал, положим это. Производная дроби, да? Значит, производная гиперболического синуса на гиперболический косинус минус гиперболический синус на производную гиперболического косинуса поделить на квадрат гиперболического косинуса. Это есть гиперболический косинус, это есть гиперболический синус, и мы получаем вверху как раз вот левую часть вот этого основного гиперболического тождества. Да? Так что производная гиперболического тангенса это и есть единичка на квадрат гиперболического косинуса. И опять же, смотрите, полная аналогия с производной обычного тангенса. Так, ну,